Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко. Дача, сад, огород и цветы. Цветы сегодня тема. И мои любимые цветы с февраля месяца. Это, кроме подснежников на улице, анимоны в теплице. Они до конца апреля у нас живут в теплице. Вот так замечательно цветут. Прекрасные, яркие краски. И вот эти головки стремятся, заходишь в теплицу и сразу уже приветствуют нас всех, кто сюда пришел за салатиком, и просто полюбоваться вот этой красотой и зарядиться солнечным позитивом для хороших, благополучных дел. Сегодня я делаю первую посадку анимон. Вот, Добродар. Я в двух фирмах Флориум заказала, у них я обычно заказываю, и Добродар. Они первые прислали, но я здесь раньше заказала. Здесь у меня 5 сортов. Я никогда не делаю акцент на сорта, хотя они здесь и написаны. Тем более они всегда написаны на иностранном языке. Это не важно, важно, они мне понравились. И сегодня уже 24 сентября. Замечательный день для того, чтобы высадить. Это после сожженного пути и полнолуния. Телец. Продуктивное время. И я сегодня первую посадку анимон делаю. И что для этого мне надо? Хочу вам все-все-все подробно показать, рассказать. Вы можете еще это сделать даже в октябре месяце. Но у вас должно быть условие, должна быть теплица. По-другому они просто-напросто у вас не получится. Вымерзнуть, зима будет очень сложная. Итак, что мне нужно для этого? Вот этот вазон. Здесь объем у меня 7 литров. Конечно, чем больше, тем лучше. Но вот здесь просто корневая система. Вот она у меня более вот такая объемная. Вот эта ваза цветочная. Что я делаю? На дно обязательное условие. Вот это везде и всюду. Вот я хотела еще показать и в строительных магазинах. И что-то покупаешь, везде вот эти прокладочки есть. Они не опасные, не тяжелые, они легкие. Они вот это тепло дают снизу. Даже в холодное время это тепло. И здесь нету никаких спор грибковых заболеваний. Я их несколько раз использую. Сколько они уже, вот у меня есть и 3 года, вот эти кусочки. Просто-напросто, если уже использовала, я их отправляю в марганцовый раствор такой крепкий. Все, вот смотрите, дно у меня уже заложено. Для этих цветов мне нужна, вот смотрите, земля садовая. У меня хорошая садовая земля после сидератов. И я сюда добавляю всегда 30% кокосового субстрата. Он замочен. И вот здесь у меня уже перемешано все. Должна быть приближенная вот эта земля к природной. Я не покупаю в пакетах. Раньше покупала. Там иногда не соответствует действительности то, что написано. Плюс она может быть там торф. И он может быть кислый. Эти цветы не любят вот этих условий. Итак, я беру в этот горшок, засыпаю вот эту всю почву-смесь. Кстати, я ее не заливаю, она заранее увлажнена. Смотрите, какой должен быть ком. Вот это хорошо, он почти не рассыпается. И засыпаю полностью, я не поливаю, потому что если я буду заливать, они сгниют. Вот, кстати, я когда только начинала их высаживать, я где-то почитала, что нужно замачивать. Ни в коем случае нельзя замачивать. Я потеряла все свои растения. Уплотняю землю, потому что если я не уплотню, то получится, что как при поливах она опустится. И даже когда будут корешочки расти, и там вот будет пустотка или залив, корням это не нравится. Должна быть вот природное уплотнение земли. Вот практически почти готово. Где-то сантиметров 5, да, от верха. Вот это первый слой. Это то, на котором я буду садить растения. Так как у меня земля из сада, и появляются вот эти кивсяки, червяки, которые потом могут уничтожить наши корни. Я сразу же сделаю вот такие несколько, вот видите, жидкость. Очень удобно, даже не соприкасаюсь. Можно по центру вот так капнуть. Вот, сейчас я вот так его отделю. Вот, замечательно. И достаточно. Вот оно будет работать, практически месяц работает.
И все червяки, и то, что если тут есть даже яйцекладка, кивсяков или других почвенных вредителей, которые потом могут убить наши луковички, все это будет у нас здесь в работе. Ну а теперь просто открываю, даже название не смотрю, открываю этот прекрасный семенной материал. Смотрите, прекрасные луковицы. Это Добродар. Они обычно упакованы по 5 штучек. Вот верхушка видна четко. Видите, здесь уже было растение. Вот низ такой вот. И я их раскладываю. Я хочу 2 сорта. А вот здесь не знаю. Здесь как будто бы это. Поэтому, когда у вас вопросы есть, я их боком ложу. А они сами выровняются. Вот. Здесь понятно, что вот верхушечка. Они настолько, любая, вот здесь тоже верхушка видна, любое растение, семена, они знают, что, где, когда нужно сделать. Они переворачиваются, все делают как надо. Так, и еще любой сорт. Я сюда на этот вазончик 10 штучек посажу. Вот. Вот здесь другой сорт. Смотрите, камушки. Просто настоящие камушки. Вот. Здесь другой сорт. Это, видимо, синие, темные, поэтому они другой цвет имеют. Я уже привыкла к тому, что вот здесь вообще сложно понять, где что. Поэтому я бочком высаживаю их. Видите, просто в земельку тут, потому что я сейчас сверху еще буду землю ставить, а этот большой, этот будет долго цвести. Вот видно, что здесь будет, я его по центру, вот, он первый зацветет, а эти все можно бочком их. Ну, где-то расстояние друг от дружки, смотрите, получается, так, вот тут у нас мало, получается сантиметров 5-7, вот, вот, смотрите, какая красота. Далее, что я делаю? Снова же этим же грунтом присыпаю. Присыпаю буквально где-то получается у меня сантиметр, не больше. 1,5 сантиметра, это уже многовато. Вот сантиметр присыпала и все. Так. Против кивсяков мы сделали все. Грунт влажный, но не течет. И сюда сейчас добавлю еще кокосовый субстрат. Посмотрите, мокрый кокосовый субстрат. Для чего? Для того, чтобы у нас не просыхала почва и сохранялась вот эта влага, потому что эти луковички, да, в принципе, все луковичные в почве просто-напросто начинают гнить и портиться. Почвенные болезни всякие. Я потом их буду еще, когда уже буду поливать, я их, конечно, полью, добавлю туда, у меня есть еще трихофит, триходермин. Еще будет полив, первый полив, но это будет не скоро, да где-то через месяц я их полью раствором триходермина. Это я уже наперед вам говорю, что надо обязательно еще обезвредить почву. Хотя я считаю, что она нормальная. Против вредителей мы использовали уже препарат Рубит. И остается потом против... Если будет жарко, сухо, то, конечно, чуть раньше. Буду следить за почвой. Главное, чтобы почва была вот такая всегда при посадке. Тогда никаких проблем не будет.